когда заработала первый миллион. Быстро его потратила, купила маме новую кухню, себе шубу. Остальное как-то растаяло. Приятно, когда мои фото в Инстаграме лайкает Владимир Владимирович. Познер. Стараюсь размещать не просто красивые картинки, но и полезную информацию. Если человек такого ума и уровня находит интересное на моей странице, это радует. Обижает, когда люди не смотрят в глаза. Значит, человек не искренен в общении, что-то скрывает или пытается обмануть. Никогда бы не стала петь дуэтом с любимым в постели. Да и вообще со своим избранником не стала бы петь, он нужен совершенно для другого. Надеюсь, не надо объяснять, для чего именно? Чтобы я захотела пойти под венец. Мужчина должен быть немым. Со мной, как на допросе в кино, каждое слово может быть использовано против вас. До сих пор не замужем, потому что не особенно туда хочу. Устраивает то, как сегодня выстроены наши отношения. Это моя позиция. Никаких уз брака. 3 вещи, которые обязательно будут на моей свадьбе. Фантастическая еда, вкусные напитки, безудержное веселье. Когда появятся дети, я не знаю, что буду делать. Мне кажется, что женщина понимает всю суть материнства только после рождения ребенка. Можно прочитать кучу литературы, послушать рассказы подружек. Но опыт, он только твой, индивидуальный. На самом деле моя грудь – кормилица. К ней уже 15 лет приковано такое пристальное внимание, что еще не ясно, кто из нас популярнее, я или она. Никогда не надену ни сексуальное белье. Именно оно, красивое, во многом задает женское настроение. Да и никогда не знаешь, как закончится вечер. Не проходит дня, чтобы я не принимала ванну с солью. Это священный ритуал, как бы ни торопилась с утра. Должна 20 минут провести в теплой воде, продумать план на день, зарядиться энергией. Больше всего из еды люблю жареную картошку. Ее гениально готовила бабуля. Легко могу сесть и слопать целую сковородку. Конечно, потом себя за это очень ругаю, назначаю штрафные часы на беговой дорожке. Такое случается максимум раз в месяц. Не хочу, чтобы меня узнавали, когда сижу за столом. Не люблю, когда в этот момент фотографируют. Когда по ночам хочется есть, я занимаюсь сексом. Правда,
После голод еще больше. Приходится вновь заниматься сексом до утра и дожидаться завтрака. В детстве одноклассники называли меня «Семечка». Никогда не обижалась. Это казалось очень ласковым и каким-то теплым. Почти как солнышко. Хотела бы быть похожей на Анну Семенович. Я много и упорно работала и работаю над собой, духовным, интеллектуальным и профессиональным ростом. Сделала себя сама. И вполне довольна результатом. Черта характера, от которой хочу избавиться. Вечные сомнения. Я быстро принимаю важные решения, совершаю поступки. Но потом начинаю анализировать, а правильно ли поступила. В 99% случаев все делала верно. В людях не примлю ханжество. Не могу общаться с теми, кто хочет казаться святошами. Обожают поучать и рассказывать, как надо себя вести и жить. А потом из их шкафов выпадает исполинские скелеты. До ужаса боюсь крыс. Помню, как в Париже, у Нотр-Дам-де-Пари, где эти ужасные животные буквально гуляют пешком под ручку, так испугалась, что запрыгнула на высокий парапет и громко закричала. Самый глупый слух, который распускали обо мне, что я трансвестит. Одно низкопробное издание усомнилось в моем женском начале. Ничего нелепее не читала. Но благодаря этой публикации родные перестали остро реагировать на другие небылицы. За последний месяц меня сильнее всего рассмешил запущенный мной в Инстаграм сериал «Джимми и Аня». Это очень забавная история о том, как неожиданно для себя я стала женой очень милого индуса. Если дома не убрано, а через 15 минут придут гости, вещи, лежащие не на местах, прячу под кровать или запихиваю в шкаф. Быстренько все маскирую. Когда становится скучно. Еду с друзьями в караоке, пью хорошее вино и пою веселые песни. Но, если честно, такое случается редко. Всегда есть интересная книга, фильм, который еще не видела. Не переживаю из-за возраста. Я еще совсем молода. Это глупая условность. Не понимаю, почему все так из-за него нервничают, меняют паспорта. Ерунда. Моя самая вредная привычка — говорить правду в глаза. Почти никому это не нравится, люди обижаются. Но я так воспитана. Когда остаюсь дома одна, люблю отдыхать и молчать. Моя работа — постоянно с кем-то общаться, разговаривать. Поэтому наедине с собой просто размышляю. Даже телефон отключаю.